Только представьте себе эту картину. Мы у подножья горы Синай, вокруг громыхает, сверкают молнии, звучит шафар. Вот-вот, буквально через мгновение, народ получит 10 заповедей, основа основ. И как вы думаете, Тора называет главу, которая предваряет это величайшее откровение? Может, Синай или заповеди? Нет, она называется Итро, в честь человека, который еще вчера был языческим жрецом. Так что же Всевышний хочет нам сказать, ставив бывшего идола поклонников в самый центр, пожалуй, самого священного момента нашей истории? Ох, как же знакома эта фраза, правда? Это ведь почти мантра для современного перфекциониста. Многие из нас живут по этому принципу. Мы искренне верим, что это единственный путь к настоящему качеству. Мы взваливаем на себя все, потому что в глубине души уверены, просто никто не сделает лучше. Но давайте на мгновение просто остановимся и спросим себя, а какой ценой дается эта уверенность? Насколько вообще устойчива такая модель жизни? Какие скрытые рифы таит в себе эта вера в собственную незаменимость? И, честно говоря, куда на самом деле ведет этот путь? Давайте попробуем разобраться, как эта древняя история Исторы может стать настоящим спасением от современного выгорания. Мы с вами пройдем через 4 ключевых урока, которые она нам преподает. Это будет интересно. Итак, начнем с самого Итро. В чем его феномен? Что такого особенного было в его взгляде постороннего, что сделало его решающим в тот самый критический момент? Глава начинается со слов «И услышал Итро». Великий комментатор Раши задается вопросом, а что именно он услышал? Ведь о чудесах исхода из Египта слышал, буквально весь мир. Но вот в чем колоссальная разница. Мир услышал и замер в страхе, а Итро услышал и пришел. Его слышание, его шма было не просто пассивным поглощением информации. Нет, оно стало действием. Он не просто получил новость, он на нее откликнулся. И вот когда Итро, по сути главный, независимый эксперт по божествам того времени, заявляет о величии единого Бога, это выводит славу Всевышнего на совершенно новый, вселенский уровень, понимаете? Это уже не субъективное мнение спасенного народа, это объективное свидетельство со стороны. Это меняет все. Но почему же сами израильтяне не сказали таких слов? А они столкнулись с феноменом, который сегодня психологи называют гедонистической адаптацией. Проще говоря, к хорошему быстро привыкаешь. Когда что-то невероятное становится нормой, мы просто перестаем это замечать. Манна с небес — это просто завтрак. Облако славы — просто хорошая погода. А Итро со своим свежим, незамыленным взглядом увидел то чудо, которое для них уже стало рутиной, и выразил ту благодарность, которую они упустили. И вот теперь мы переходим к самой сути проблемы, которую заметил Итро. Он увидел, что Моше, величайший из пророков, человек, который говорил с Богом, идет по прямому пути к саморазрушению. Итро видит эту картину. Моше в одиночку судит весь народ, с утра и до позднего вечера. Представьте эту бесконечную толпу, эти бесконечные споры. И он ставит простой, но совершенно убийственно точный диагноз. Нехорошо то, что ты делаешь. Просто и прямо. Но в оригинале, на иврите, фраза «Итро» звучит еще мощнее, еще страшнее. «Не боль, ты боль». Он не говорит «ты устанешь». Он пророчествует «ты увянешь, ты иссякнешь, как увядший лист, и народ увянет вместе с тобой». Это не просто предсказание усталости, это пророчество о тотальном выгорании, которое коснется и лидера, и тех, кого он ведет. Звучит до боли знакомо, не правда ли? Это древнее предупреждение, поразительно точное описание современного синдрома выгорания. Мы берем на себя все, потому что считаем, что так надо, что это наш долг, наша ответственность. Но Итро говорит, нет, это не ответственность, это путь к полному истощению. И вот что просто поражает. Реакция Моше. Человек, говоривший с Богом лицом к лицу, вождь миллионов людей, он безропотно принимает критику от своего тестя. В Торе сказано, что Моше был скромнейшим из людей, Анаф. И вот здесь, в этой готовности услышать, и проявляется его истинное величие. Не в способности повелевать, а в смирении, чтобы выслушать и принять совет. И поскольку Моше был готов слушать, Итро не просто указал на проблему, он предложил детальный, продуманный, системный план. Он дал Моше не просто совет, а работающую структуру, настоящий чертеж для эффективного управления. И просто обратите внимание, каких лидеров он предложил найти. Критерии основаны не на уме, не на техническом опыте или харизме. Нет, исключительно на характере, способные, богобоязненные, правдивые и бескорыстные. И только заложив этот моральный фундамент, он предложил практическую структуру, иерархию судей, которые могли бы решать повседневные дела, освобождая Моше для самого-самого важного.
Эта история напоминает мне притчу о водоносе, у которого один из двух кувшинов был с трещиной. И этот кувшин очень стыдился, что по дороге теряет воду. Но водонос ему сказал: «Я всегда знал о твоей трещине, поэтому и посеял семена цветов вдоль твоей стороны дороги. Каждый день ты их поливал». Также и с делегированием. Дело не только в том, чтобы облегчить ношу лидера. Дело в том, чтобы раскрыть потенциал других, позволяя их уникальным трещинам приносить пользу всему сообществу. И вот тут мы подходим к главному вопросу, который, возможно, уже возник. А почему вся эта реформа управления произошла именно перед дарованием Торы? Прямо у подножия Синая. Неужели нельзя было с этим подождать? Последовательность событий здесь абсолютно не случайна. Она имеет ключевое значение. Сначала создание справедливого социального и судебного порядка, и только потом божественное откровение. Бог не дает свое слово в хаос. В этом и заключается ключевой принцип: сначала сосуд, потом содержимое, сначала структура, потом Синай. Представьте, если бы 10 заповедей были даны людям, измученным бесконечными нервными очередями к Моше. Они бы их просто не восприняли. Гнев, усталость, чувство несправедливости — это тот самый шум, который заглушает голос Всевышнего. А порядок, который создал Итро, принес мир и ту внутреннюю тишину, в которой народ смог наконец сказать «сделаем и услышим». Так какие же практические выводы можно сделать для себя сегодня? Итро, по сути, освободил Моше, чтобы тот мог сосредоточиться на своем истинном призвании, на молитве и учении. Если повседневные дела уводят от главной цели, это верный знак, система нуждается в изменении, и пора начать строить новую, лучшую. В конечном счете, эта история, она ведь не только о Моше, она о каждом из нас. Мы строим систему, которая нас поддерживает, или ту, что нас медленно поглощает. Потому что мудрость — видеть структуру и смирение принимать помощь — это не просто какие-то древние добродетели. Это абсолютно необходимые инструменты, чтобы превратить наше выгорание в осмысленное служение. Так что вопрос не в том, нужен ли нам Итро в жизни. Вопрос в том, готовы ли мы его услышать, когда он появится.